Сегодня у нас конец января. И я сегодня буду делать то, что никогда не делала. Я буду сегодня опять в январе садить квочку. Но сначала посмотрим, сидит ли она еще. Так. Ну что, дождалась ты меня? Ждет, сидит. Я и обещала в прошлый раз. Если приеду, и ты будешь еще сидеть, то посажу на яйца. Обычно в январе так рано я никогда не сажу квочек. Но в этом году делаю исключение. А ну-ка, давайте посмотрим, какая это квочка. Давайте посмотрим, какая это квочка. Не знаю, одной рукой мне неудобно. Она там... Ты что там, лапами вцепилась или что? Да, лапами вцепилась. Так, а ну давай. Посмотрим, покажи, какая ты курица. Курица крупная, большая. Думаю, 15 яиц под нее будет в самый раз. Выгреет. Большая, огромная курица. Это, скорее всего, курица породы Амрокс. Скорее всего, говорю, потому что, когда я покупала инкубационное яйцо из частного хозяйства, помесных кур, там было много разных пород, которые содержались вместе. Ну, судя по окрасу, я вижу, что это, наверное, скорее всего, Амрокс. Ну, мне для квочки все равно, какая это будет курица, какая порода. И вообще, вы знаете, что у меня в хозяйстве куры разных помесей, разных пород. Мне так больше нравится. Я не люблю однообразие, я не люблю, когда это все куры одного цвета. Мне надо, чтобы они все были разноцветные, разные. Каждая со своим характером, каждая со своей красотой. И, как правило, это самые лучшие несушки. Помеси разных пород. Ну что, пойдем яйца выбирать? Беру курицу. И мы с ней идем за яйцами. Что еще хотела сказать? Если вдруг курица не захочет сидеть на яйцах, встанет с гнезда, я сильно переживать об этом не буду. Потому что обычно я цыплят выращиваю весной. В январе месяце я никогда не сажу квочек. Поэтому это такое, знаете, как вот есть квочка, и поэтому посажу. Но обычно это я делаю, и я вам всем рассказывала, что самые лучшие цыплята, это цыплята апрельские, мартовские. Ну, крайний случай это май. И, как ни странно, еще хорошие цыплята, я имею в виду очень крепкие, сильные, это цыплята, выведенные в августе. Это я тоже вам все рассказывала в своих видео. Но больше всего я люблю цыплят март, апрель и начало мая. А про январских, вот таких очень ранних цыплят, я вам всегда говорила, что я-то этого не делаю. Но не потому, что это слабые цыплята, потому что их очень трудно вырастить. Потому что цыпленку не хватает солнышка, это самое главное. Не хватает зеленой травы. А яйца для этой курицы я хочу взять максимально от своих старых курочек. Вот максимально сколько я выберу яиц сейчас, которые находятся в гнезде, вот и все их я положу под эту курицу.
потому что вот эти курочки мне очень нравятся. И максимально я возьму под нее яйца именно с этого вольера. Мы идем в этот вольер и сейчас возьмем для начала пару яиц. Конечно, в этом отсеке у меня еще ломан Сэнди есть. Не хотелось бы мне, чтобы попалось это яйцо под квочку, но другого выхода нет. Попадется, значит попадется. И здесь еще я хочу, чтобы отсюда у меня под этой квочкой были цыплята, потому что здесь сидит огромный ливенский петух. Он мне укрупнит цыпленка. Вот он, здоровенный, огромный петушара. Он мне укрупнит цыпленка. Ну и второй петух у меня здесь чубатый сидит. Он тоже большой, красивый петух. И я прекрасно знаю, что у меня рабочие здесь оба петуха. И ливенский ситцевый, и мой старый петух чубатый. В основном хочу цыплят от моих старых кур. Ну, а конечно же, когда придет весна, основные мои закладки будут под квочек. Это я буду отбирать самых красивых кур чубатых, отсаживать их отдельно и собирать яйца только исключительно от отобранных кур. Это нужно делать хотя бы за 10 дней до сбора яиц. Это я буду делать все с приходом весны. А пока это, я как говорю, такое, знаете, развлечение. Какие берем яйца? Это маленькая какая-то. А самое главное, что у меня готово даже место от первой квочки. Мне ничего делать не надо. Мне нужно только посадить курицу. Даже еда и вода стоит от первой квочки. И как обычно я делаю. Кладу несколько яиц в гнездо. Все. И показываю их квочки. Все, если курица действительно квочка, она пойдет и сядет на яйца. Ничего выдумывать не надо. Если курица не квочка, то она, увидя яйца, никуда не пойдет и не сядет. У этой курицы выклевали хвостик, и как раз пока она будет сидеть на яйцах, у нее все хорошо обрастет и зарастет. Сейчас она умостит
эти 3 яйца. Я обычно сразу все яйца не кладу, а кладу несколько. Курица усядется, умостится, а потом я и приношу уже весь комплект яиц, которые нужно будет насиживать. Ну, реакция квочки сразу видим мы. Она все увидела яйца, и ей вообще не интересно, где она сидит, в курятнике или где-то, где вы ее отсадили. Квочка есть квочка. Но еще раз повторю, что я не сильно буду переживать, если вдруг эта курица не сядет на яйцо, или же она бросит яйца. Но я вижу, что уже тут все нормально. Единственный момент, что меня смущает, она не кокала. Вот она не квокала, и поэтому я уже себе так настроила себя, что если она не сядет на яйца, ну, значит, не сядет. Январь месяц, еще все успеем, еще вся весна впереди, еще будет очень много квочек, не будем даже знать, куда их сажать. Поэтому я, не раздумывая, посадила эту квочку. Тем более, что мне ничего делать не надо. Смотрите, от первой квочки стоит еда и вода. Единственное, что нужно мне сделать здесь, это загородить эту курицу в этом помещении, чтобы она не пошла бродить, гулять по дому. Все, пусть она усаживается. Под ней 3 яйца. И я вам уже говорила, что курица большая, под нее можно 15 штук смело класть. И значит, мне нужно еще принести сюда 12 яиц. А я иду собирать яйца и как раз определюсь, какие сюда еще буду класть яйца. Будете смеяться, но я из дома привезла вот это яйцо, которое в металлическое гнездо несет помесная курочка. И я его из холодильника, оно у меня лежало в холодильнике несколько дней, и я привезла его специально положить под квочку. То, что оно из холодильника, это мною уже проверено. Хорошо, отлично выводятся цыплята, поэтому одно яйцо приехало из дома. У меня получилось вот столько яиц. Это пойдет под квочку. И вот столько еще в ведре. Ну, а по поводу яиц, что я решила? Вот эти 2 яйца марана, это точно пойдет под квочку. Это точно, хотя я не уверена, не видела, чтобы у меня петух этот работал. Вот заодно я и проверю. А эти яйца я сейчас проверю овоскопом. И если в каком-то яйце будет трещинка какая-то, или же что-то мне не понравится, то обязательно вот одно из вот этих яиц тоже пойдет под курицу. Вот так вот. Сейчас проверю овоскопом все трещины, есть ли здесь какие-то в этих яйцах. Проверила я все яйца овоскопом, все идеальные яйца, нигде нет ни трещины, ни разбитого, ничего. Это даже, к слову, кто спрашивал, бьются ли яйца в яйцесборниках, когда они скатываются. Вот все идеальные яйца, ни одной трещины. Единственное, вот это яйцо я класть не буду, потому что мне не нравится состояние желтка в нем. Мне кажется, что он как-то, ну, не нравится мне, как ведет себя желток в этом яйце. Поэтому вот это яйцо идет в еду, а здесь освободилось одно место. Так, марана яйца вне конкуренции. И, получается, кладу вот это яйцо. Ну, а эти, я не знаю, мне очень хочется. И это получится у нас 17 яиц. Это, конечно, для курицы многовато.
Но когда я буду подкладывать, я уже буду смотреть. Если будут яйца слишком выглядывать из-под курицы, то тогда, конечно, вот эти 2 яйца я класть не буду. Пока я ходила за яйцами, курица у меня вот так вот сидит. Обязательно вот так закрываю, потому что она здесь впервые, и она может пойти смотреть обстановку вокруг. А мне это сейчас не нужно. Мне нужно, чтобы она рассиделась тут. Так, ну и вот теперь уже я буду подкладывать под нее яйца. Ну, яйца марана это обязательно. На, забирай. Забирай. Так. Значит, под этой курицей сейчас находится 3 яйца и 2 марана. 5 штук. 5 яиц. Теперь начинаем. 6, 7. 6, 7. Так. 8, 9. Так. Раскладываем между лапками. 9, 10, 11. 11, 12, 13. 13, 14, 15, 15. Ну и вот этого бы хватило бы, вы знаете. Может быть, не жадничать. Под ней 15, и вот она не очень мне нравится, как сидит. Она практически стоит еще. Конечно, она сядет, но так как курица у меня без присмотра будет, мне нужно быть уверенной в этом.